Доброе время суток, всем привет, на канале Банкноты и монеты. Сегодня у нас а-ля обзор банкноты, а-ля обзор, в общем, нового товара и так далее, как его еще можно назвать. Ситуация следующая. В прошлом видео я спойлерил о том, что нашел вот поставщика, который изготавливает оформление банкноты подобным образом. Я вам вот так покажу, потому что на камеру целиком не помещается. А как-то переворачивать камеру я не хочу. Ситуация следующая. Это оригинальная банкнота в состоянии UNC. Вот он их так оформляет. Описывает это, насколько я понимаю, на немецком языке, потому что он с Германии. На eBay вы можете его найти без проблем. Правда, то, что выставлено на eBay, продается, но достаточно дорого и не всегда имеет смысл, если честно. То есть какая-то дешевая банкнота, ей красная цена $1, а из-за оформления платить за нее 15, смысла нет. Но я решил то, что я буду, назовем это, у него выдергивать то, что я понимаю будет интересно, а я знаю уже немножко рынок. И здесь, видите, здесь ничего нет. То есть она вот сугубо идет с этой стороны. Можно ее в большой альбом, вот этот файл огромный, либо вообще просто так я какой-то большой такой пластиковый файл класть. Ну, это уже кому как. Я хочу попробовать. Я думаю, что эта тема должна зайти. Почему? Потому что есть много коллекционеров, которые коллекционируют страну или направление. А есть много коллекционеров, которые коллекционируют по одной банкноте с разных стран. То есть у них, грубо говоря, коллекция там максимум 200 банкнот. Да, сколько там? 190 стран. Я не знаю, сколько банкнот на самом деле. Многие же страны используют совместную валюту. Ну, грубо говоря, там Словакия, Словения, Италия, Испания, там, да, все же используют евро, поэтому столько валют нет. Хотя, если есть люди, которые уходят немножко в погодовку, вот так, тогда уже, естественно, у тебя их появится больше, чем 190. Но если ты слишком уйдешь в года, у тебя их могут и 1000 появиться, правильно? Разные миссии, разные года, но не суть. В общем, есть, я знаю, коллекционеры, которые вот просто по одной банкноте со страны. И вот это, я думаю, было бы интересно, почему не только банкнота, но и информация. Ну, пусть на немецком, ну, можно сделать перевод. Можно сделать Google Translate и, например, взять его здесь, поставить листочек белый, вставить. И получится так, что у вас вот оно как в файлике в пластиковом, да, здесь будет Google Translate, здесь у вас будет банкнотка. Вот. И я думаю, что такая история там в пределах 15 евро может быть интересна. Потому что вам не так-то много нужно их. Но опять же, какие банкноты он будет слаббировать таким вариантом, тоже неизвестно. Вот. Так что, ну, сейчас, скажу честно, я пока цену не придумал этой банкноте. Я ее пока отложу. У меня очень много есть банкнот, знаете, не в коллекции, не инвестиция. Но пусть пока отлежится. Ну, потому что, честно, я не знаю, что с ними сделать, понимаете? Как вот сегодня у меня был разговор с супругой, я просто иногда рассказываю ей про банкноты, она никак с этим, естественно, не связана. Ну, мне же надо кому-то рассказывать. Вам рассказываю, ей рассказываю. Говорю, что, ну вот какой смысл? Купил за 10, продал за 13. Ну что, заработал 3? А ведь видно, что оно красивое, и оно может стоить намного дороже. Но, я не знаю, чувство, чуйка, предчувствие или, как сказать, тяга к чему-то прекрасному. Я вижу, что оно красиво. Оно, вы понимаете, картон. Вот, послушайте, толстый картон, толстый. Бумага с такой легкой желтизной. То есть она офсетная, кто разбирается в бумаге. Она офсетная. Но она с желтизной. Вариантов изгиба, кому как, под что. Очень качественная вещь. Ну, взять ее за 14 евро, отдать за стоимость гамбургера с Кока-Колой, я не решусь. Вот. Тем более, кто работает на eBay, вы знаете, как тяжело продавать
санкционные страны. Ты же не можешь написать 1 песо Кубы. Тебе вообще магазин снесут. Поэтому пишешь там все, что угодно. Есть специальные там обходные словосочетания. То есть тяжело продавать. И из-за этого кому-то тяжело продать, а кому-то тяжело купить, потому что его нет. А людей, собирающих Кубу, я знаю ого-го. Я один из них. Я обалдею от вот этих 3 песо кубинских. Просто обалдею. Че Гевара, если я не ошибаюсь, на них красный. У меня есть где-то одна такая. Вот, так что такие пирожки, ребята. Будем пробовать вот такое проталкивать в массы. Напишите мне, насколько вам вот интересно. Или все-таки, знаете, как есть монеты в памятных каких-то слабых, да, а есть вот, грубо говоря, монета просто в роли. И вот она отдельно просто продается и все. И вы ее положили в кармашек. Так и банкнота. Либо банкнота в каком-то слабе, назовем ее, либо просто положили в кармашек. Напишите, пожалуйста, каждый, вот, как вам больше нравится. И попрошу всех подписаться на канал, пожалуйста, расшарьте. YouTube сказал, надо подписчиков, чтобы можно было создавать там комьюнити по интересам и так далее. Если не тяжело, напишите, вот, как вы считаете, с какой частотой выпускать ролик. Пытаюсь создать, понимаете, какую-то обратную связь, понимать, надо оно часто, не надо, либо редко. А чтобы тоже не сильно редко, чтобы вы не забывали. Ну, в общем, я тоже попрошу вас еще об этом написать. Все, спасибо большое, всем пока.